Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В одно из неприметных утр, когда солнечный свет только начал освещать мир, миллионы людей по всему земному шару впали в безмолвное восхищение. На горизонте, ярко светя и маня, появился Марс. Огромный, словно второй луна, он выглядел величественно и страшно. Это было зрелище, которое перебудило в человечестве что-то забытое и древнее. Те, кто осмеливался взглянуть на Красную планету, часто испытывали мистические ощущения, выходящие за рамки обыденного восприятия. У многих появилась странная связь с планетой. Они чувствовали, будто Марс смотрит на них, и его тишина полна невысказанных слов. Рыжий блеск заставлял людей погружаться в их собственные мысли. Те, кто страдал от тоски, обнаружили, что Марс вдохновляет их на творчество, в то время как другие теряли себя в безумии. Дни становились неделями. Марс все больше увеличивался в размерах и приближался к Земле. Ученые в панике анализировали данные, предсказывая неизбежное столкновение. Они знали, что после многовековых исследований вполне вероятно пришло время, когда человечество должно было взглянуть в лицо своему существующему безумию. Сообщения о приближении планеты шокировали людей, и мир оказался на грани паники. Психологические исследования подтверждали, что влияние планеты на землян было колоссальным. Люди начали испытывать приливы необъяснимой энергии, которую невозможно было сублимировать в творчество или конструктив. Напротив, безумные идеи, как и прежние эмоции, превратились в винегрет буйства и страха, от которого невозможно было избавиться. На фоне этой паники произошло другое событие. Астероид, сбиваясь с курса, столкнулся с Марсом и сбил его с орбиты. Это стало предвестником катастрофы. Теперь вместо далеких мечтаний человечество смотрело в лицо ужасной реальности. Красная планета неслась к нам подобно алой туче, завуалирующей небо. Метеорологические катаклизмы и колебания магнитного поля вызывали ураганы, наводнения и другие природные катастрофы, становясь привычным делом. Птицы и животные стали вести себя странно, что смутило и тревожило людей еще больше. Место, где когда-то царил порядок, теперь погружалось в бездну апокалипсиса, а наука оказалась бессильной перед хаосом. Во всем мире экономика рухнула. Привычный порядок разорвался на части, рынки обрушились, а рабочие места исчезли. Люди, столкнувшиеся с впоследствии глобального разорения, осознали, что ресурсы теряли свою ценность буквально на глазах. Все стало бесплатным, ибо в обществе господствовало лишь одно – вопрос о том, как выжить. В это время ученые активно разрабатывали план эвакуации на космические станции. Отчаяние и страх не обделяли никого, и множество людей принялось к строительству космических станций, как будто сами звезды были их единственным спасением. Научные группы работали на пределе своих возможностей, стремясь создать надежный и безопасный план, который мог бы спасти остатки человечества от неминуемой гибели. Параллельно с подготовкой к эвакуации в обществе происходили глубокие изменения. Появились новые движения, группы, стремящиеся исследовать неизведанные тайны и опасности Красной планеты, в их душах горела жажда знаний. Сложные гадания о том, что же ожидает выживших на их новом пути, вызывали тревогу и надежду одновременно. 4 дня эвакуации вылились в адский хаос. Человечество испытывало целую палитру эмоций, от страха и ненависти к другим до надежды на спасение. Люди, уставшие от бесконечной паники, искали друг друга, стремились сохранить свои семьи. Среди всей горечи разлуки родились новые связи и дружба. Обезумевшие от страха, они находили утешение в общении с теми, кто переживал те же чувства. К моменту завершения строительства, когда Марс закрыл Солнце, будто бы предвещая своей тенью упадок человеческой цивилизации, на Земле завершалось строительство. Громадные ракеты, поднимаясь в небо, оставляли наш мир навсегда и переносили тысячи людей на операции нового начала.
Прощаясь с домом, многие задавались вопросом о том, что же их ждет дальше. В момент столкновения случилось нечто поистине удивительное. Никто не мог предсказать, что компьютерные модели могли оказаться такими примитивными. Сделано было множество расчетов, однако в момент столкновения все стало тишиной, мгновение, когда сердца затаились в ожидании неминуемого. Марс врезался в Тихий океан, создавая колоссальную ударную волну. Стихия, не ведая пощады, вызывала разрушение и хаос. Каждое мгновение это казалось миром, как будто мать природа выбрала этот момент, чтобы снова напомнить о своем могуществе. Удар был колоссальным. Буря охватила всю планету, и огненные волны, как натянутые струны, уносили с собой все на своем пути. Всю жизнь, как мы ее знали, меняли. Тихий океан, когда-то полный жизни, стал камнем, наполненным мечтами о талисмане выживания, заброшенном в бездну. Однако в этот катастрофический момент человечество на борту космических станций продолжало бороться за жизнь. Эти судна, однажды спроектированные как средство для изучения космоса, теперь стали просто надежным приютом среди хаоса. Все, кто остался на орбите, погружались в продолжительный сон. Этот длительный сон унес их в собак иной реальности, чтобы уберечь от ужасов, происходящих внизу. Корабли, ставшие неприхотливыми криокамерами, успели принимать людей на борт. Они погружались в продолжительный сон, который должен был длиться тысячелетия. В то время как изображение Земли в их сознании менялось, а сны сменяли друг друга, пройдет множество поколений. Тысячи лет проходили, передавая память о людях из поколения в поколение, пока криокамеры оставались в глубоком анабиозе, ожидая подходящего времени для пробуждения. И хотя внутри был покой, во внешнем мире разгорелись тотальные преобразования. Земля вращалась вокруг Солнца как иначе, но здесь, в космосе, на борту станции, время текло иначе, в циклах, не дойдя до человеческого разума. И вот, спустя тысячелетия, люди пробудились от своего долгого сна. Глаза, блуждая по новому миру, увидели Землю, изменившуюся до неузнаваемости. Она изменила свои новые линии горизонта, и морская поверхность отразила небо, которого не было раньше, отражая лишь безбрежность пространства и бесконечные возможности. Природа шептала, приглашая забытых детей, возвращаясь к жизни. Однако они столкнулись с трудным открытием. Не все здесь было замечательно. Новая экосистема, окружавшая их, была полной своих вызовов и тайн. Адекватно ли они могут адаптироваться к этому странному микрокосму? Вопрос заставлял их задаться вопросом о своих навыках доживания, о связи между сущностью человека и новыми условиями жизни. Жизнь, как и везде, не останавливалась, но вместо того, чтобы исходить из страха и сомнений, они начали развивать себя и свои отношения, создавая новое общество на базе дружбы и сотрудничества. Тем не менее, все же у человечества не было времени на радость. Земля как планета исчезла с орбиты после столкновения с Марсом. Остались лишь обломки, и впереди лежала дорога в неизвестность. Что делать дальше? Как выжить? Как создать новое общество и сохранить свои идеи и знания? Этот вопрос терзал пробудившиеся умы, терзаемые как внутренними воспоминаниями, так и воспоминаниями об напрасных переживаниях. Каждый из них, казалось, пришел к заключению о том, что им необходимо создать свою личную историю, сопряженную с жизнью и землей во всем ее великолепии. Они смотрели на новые горизонты, жаждали новой реальности, новой земли. Однако, не дождавшись ответа, стараясь объяснить свое происхождение, они потерялись в вопросах о собственном будущем, о том, как поступить на этом новом этапе. Эти неопределенности, эти культы стали основой для самосознания человечества. Сложности с вопросами, исчезновение привычной структуры ставили их перед выбором – либо оставаться в прошлом, либо идти в будущее по пути первоначального существования в их новом мире. Устремленные вперед, люди теперь имели возможность учиться у прошлого, начать новую главу жизни на облаченной значениями новых горизонтов.
Мир, в который они вернулись, был не тем, что они оставили. Теперь поддержка и единство были главными факторами в создании нового общества. Научившись у прежних ошибок, люди готовы были возродиться. И хотя Земля как планета исчезла с орбиты, ее дух жил в каждом из них, в их намерении, в мечте о новом начале, в борьбе за жизнь в новом мире. Отношение между Марсом и Землей превратилось в символ. Символ преодоления, символ стремления, символ, воплощающий надежду. Люди, стоя у истоков своих новых возможностей, искали новый дом, который напоминал бы им не о разрушении, а о будущем, которое они сами могли создать.